Рекс, назад! Громкая, протяжная, пробирающая до мурашек словно зависла над дорогой и домами. Люди оборачивались, люди выглядывали из окон. Мишка замер на месте, а крик раздирал его горло. Только что на его глазах Рекс, его пес, нет больше, его верный друг с рождения, бросился за неосторожно брошенным кем-то из мальчишек мячом прямо на дорогу. Мишка видел приближающийся на скорости автомобиль. Он хотел остановить Рекса, но не успел. Удар. Рекс жалобно взвизгнул. Машина, переехав пса, помчалась дальше. А Рекс так и остался лежать на асфальте, где под ним разрасталось красное пятно. После этого десятилетний Мишка замолчал. Совсем. Вроде и слышал всех, и понимал, но молчал. А иногда и вовсе взгляд был пустым, отсутствующим. А сам Мишка словно тряпичная кукла. Родители были в панике, врачи успокаивали. У мальчика шок. Поможет время и смена обстановки. Речь и реакции восстановятся. «Пап, ты уж поаккуратней. Мы ведь и на море Мишку свозили. И по психологам сколько. Все без толку. Может, свежий воздух, природа, тишина на пользу пойдут. А мы каждые выходные навещать будем». Дмитрий, Мишкин отец, наставлял деда Егора. «Не пропадем», — коротко ответил дед Егор, хотя у него и были сомнения, виду не подавал. «Мишенька, помнишь деда Егора?» В калитку легонько, подталкивая впереди себя сына, вошла Лида, Мишкина мама. Найда, большая лохматая собака деда Егора, тут же, виляя хвостом, посеменила к Мишке. Признала, хоть с последней встречи прошло никак не меньше года. Лизнула безвольно висящую маленькую ладонь. Мишка вздрогнул и одернул руку. «Ты, пап, собаку подальше пока держи, мало ли что», — шепнул Дмитрий. Дед Егор, неоднозначно крякнув, подозвал Найду к себе. «Иди, иди, курей проверь». Дед Егор направил Найду в сторону огорода, где располагался курятник и небольшой загон для кур. Найда послушно поспешила между грядок. «Ну что, пойдем и мы, Мишка. В дом пойдем, чай пить», — пригласил дед Егор. Дмитрий и Лида, допив чай, засобирались в город. Дед Егор настороженно поглядывал в сторону Мишки, опасаясь слез и истерики по поводу отъезда родителей. Но Мишка без особого интереса водил глазами по стенам. Бывал он тут редко, как и его родители. Да дед Егор на это не обижался. Молодым своя дорога. Когда Дмитрий и Лида уехали, дед Егор сел напротив внука, подперев голову рукой. «Что ж мне с тобой делать?» – спросил он, не ожидая ответа. По правде сказать, дед Егор имел туманное представление о том, как общаться с детьми. Хоть и своих было трое, 2 старшие дочери и сын Дмитрий. К дочкам дед Егор в свое время и вовсе подходить боялся. «Бабы, хоть и маленькие, кто вас разберет?» — говорил он жене, отмахиваясь от воспитания. К сыну подход был другой. Дмитрия он с детства учил разным мужским премудростям по хозяйству, чтоб настоящим мужиком вырос, как дед Егор объяснял жене, которая нет-нет, да и корила мужа за то, что чрезмерно нагружает сына. Дочери позже разъехались далеко, приезжали редко, звонили в основном, да отправляли фото внуков. Да и Дмитрий, хоть и перебрался в соседний город, навещал родителей нечасто. Да и Мишку, как это водится во многих других семьях, на лето к бабке с дедом не отправляли. Жена деда Егора умерла 3 года назад. Дмитрий позвал отца в город, да дед Егор отмахнулся. Куда там? Так и жил сам, и порядок поддерживал, и огород не забросил, хоть и не полностью засаживал уже, даже кур не убрал. С хозяйством все веселее. «Спать-то тебе, наверное, комнату отведу, сам тут устроюсь»,
А то ведь я утром рано встаю, шуметь буду. Сам понимаешь, найду накормить, кур опять же. Объяснял дед Егор. Ты, Мишка, на завтрак что ешь? Мишка не ответил. Стало быть, яишенку приготовлю, батон с маслом, варенье есть, смородиновое. Я уж 2 года сам варю. Ну а что, ягоды много, жалко, пропадает. И ты знаешь, хорошее, я тебе скажу, варенье получается. Не хуже, чем баба Маша готовила. Бабушка твоя, помнишь, небось? Да завтра сам попробуешь. Этот год тоже урожай хороший обещается. Лето стоит теплое, даже излишне. Поливать замучился. А огурцам как без полива? Если огурцы плохо поливать, горькие будут. Да откуда ж те знать? В школе-то поди, такому не учат. Дед Егор и сам не заметил, что говорит без умолку. И на колорадского жука, который картошку атакует, пожаловался, и на кота соседского, который все норовит в курятник забраться. И ишь ты негодник, даже Найду не боится, а уж она его гоняет. Много еще чего рассказывал, и сам соскучился по разговорам. А Мишка хоть и слушает молча, но все ж собеседник, да и смотрит внимательно, будто все понимает. Утром, похлопотав по хозяйству и принявшись за приготовление завтрака, дед Егор был в таком прекрасном расположении духа, что даже начал насвистывать себе под нос незатейливую мелодию. «Мишка, пора вставать!» — позвал дед Егор, когда завтрак был готов. «Миш, я что подумал, а давай-ка на рыбалку завтра пойдем. Сегодня-то уж поздно, утренний клев проспали, а вот завтра встанем раненько и пойдем», — предложил он Мишке, вяло ковыряющемуся в тарелке. Мишка молчал, но снова посмотрел внимательно на деда. «Ну а сегодня чем развлечь-то тебя?» Дед Егор призадумался. «Жизнь у нас тут неторопливая, на события небогатая, зато хлопотная. В огороде дел скопилось, трава поперла. Да и сарай хотел за лето поправить, покосился совсем. Давай-ка я за работу, а ты будешь моим главным помощником». Мишка неуверенно качнул головой. «Вот и славно. Ты вот не так, всегда кивай, и достаточно. Говорить не хочешь, так не говори, а кивать – кивай», – одобрил дед. За что бы дед Егор не брался, сперва внуку объяснял и показывал, на что какая вещь в хозяйстве пригодна, почему и как нужно делать то или другое. Мишка вертел в руках инструменты, внимательно смотрел, как дед рубанком правит доски, и даже попробовал сам забить гвоздь. Гвоздь согнулся, войдя посерединку. «Не беда, тут сноровка нужна. Еще пару-тройку раз попробуешь, и получится». Дед Егор погладил внука по голове. «Дельный парень растет, а ишь, какая беда приключилась!» Подумал он про себя. Найда крутилась рядом, иногда тыча мокрым носом в голые ноги Мишки. Мальчишка не вздрагивал, но и ни разу не погладил собаку, хоть та и выпрашивала внимания. Вечером снова сидели за чаем, разговаривали. Как разговаривали? Дед Егор рассказывал про свое детство, про юность, а Мишка слушал. «Сегодня пораньше ляжем, чтоб клев не проспать», — напомнил дед. Мишка кивнул. Как и предполагал дед Егор, Мишка и удочки ни разу в руках не держал. «Эх, городские!» — приговаривал дед, помогая мальчишке набить руку. «Клюет же, Мишка, клюет! Тяни! Ох и добыча! Ушицы сварим!» Похвалил дед Егор первый улов. Глаза у Мишки заблестели, как та самая рыбешка, трепыхающаяся на крючке. «Так, поглядим, что тут у нас?» Подсчитывал улов дед Егор. «Это вот Мишка ёрш, смотри какой! А это...» По дороге домой дед Егор еще много рассказывал о рыбах, которых можно выловить в местной речушке. Мишка шагал рядом, задирая голову, чтоб лучше слышать. Найда, виляя хвостом, сопровождала рыбаков. Уху варили тоже вместе.
так и повелось у деда с внуком. Все делать вместе и много разговаривать. Мишка больше в ступор не впадал. На вопросы деда кивал или мотал головой. А на вторую неделю, когда родители приехали проведать сына, Мишка уже улыбался. «Миш, а ты в домино играть умеешь?» — спросил как-то вечером дед. Миша замотал головой. «Научить?» Миша кивнул и улыбнулся. Глаза горели любопытством. «Что ж, смотри, правила простые», — начал объяснять дед, доставая с полки небольшую коробочку. А потом на целую неделю зарядил дождь, да такой сильный, как из ведра. Дед Егор выходил временами на двор или до магазина, но большую часть времени дед и внук гремели пятнистыми костями, причем Мишка лупил по столу даже азартнее деда. «Эх, распогодилось сегодня, промнемся!» — обрадовался дед Егор, выходя на крыльцо. «Мишка, айда проверим, может, грибы после дождичка такого пошли. Позавтракаем, это понятно», — согласился он, глядя, как Мишка намазывает маслом ломтики батона. «Варенье, варенье не забудь», — напомнил дед. Мишка поднял вверх указательный палец. В лесу было сыро. Трава и земля хлюпали под ногами, местами скрывая сапоги по щиколотку. Найда фыркала от мокрых травинок, щекочущий ей нос, но не отставала от хозяев. «Эх, рано, чутка просохнуть бы, а там грибы махом полезут. Ничего, подышим, засиделись дома. А грибы я очень люблю, рыжики в сметане или грузди соленые. Жареха тоже хорошо. Вот, например, белые грибы. Знаешь, где лучше всего растут?» Мишка мотнул головой, и дед Егор принялся рассказывать. В какой-то момент дед Егор так увлекся, что не заметил под ногой торчащий корень, споткнулся, подскользнулся на мокрой траве и съехал во враг, вдоль которого они шли. Мишка напрягся. Найда, притормаживая когтями, поспешила вслед за хозяином. Овраг был неглубокий, но на беду как раз здесь начиналось болото, размокшее еще больше после ливней. Дед Егор попытался встать на ноги, но тут же увяз в жиже по самые колени. «Ты только не волнуйся, Миш, я сейчас, сейчас!» — кричал дед, чтобы успокоить внука. «Найда, Найда, назад!» — отгонял он собаку, а ноги между тем все больше уходили в трясину. «Сейчас, сейчас!» — повторял дед Егор. Погрузившись уже посередину бедер, он пытался зацепиться за тонкие ветки растущих рядом хилых деревьев. Мишка метался вдоль оврага, не зная, что делать. Он схватил валявшуюся рядом толстую ветку и, присев на корточки, съехал вниз. Дед Егор ухватился, Мишка тянул, что было сил, но это не помогало. «Миш, беги за помощью, не справиться нам самим. Беги. Помнишь, на краю фермы, дядьку Семена, помнишь, ходили к нему комбайн смотреть?» Торопливо объяснял дед, Мишка испуганно кивал. «Беги к нему, позови, это недалеко, я продержусь. Палку оставь». Мишка, вскарабкавшись по мокрому склону, побежал, что было сил. Сердце громко стучало в груди, слезы катились из глаз, но Мишка бежал. «Ты чего это?» Семен еще издали заметил бегущего мальчишку. Узнал. «Дядя Семен, там дед в болото провалился!» — выпалил Мишка. «Сашка, бегом ко мне!» — окликнул Семен кого-то. «Показывай дорогу». Это уже было адресовано Мишке. Успели. Дед Егор, увязший посередину груди, обхватив палку, держался. «Ладно, малец твой, быстро все объяснил, не растерялся», — отдышавшись, сказал Семен. Все четверо сидели на краю того самого оврага, мокрые, запыхавшиеся, но теперь уже спокойные. «Объяснил?» Дед Егор удивленно глянул на Мишку. «Дедушка, я так за тебя испугался!» — всхлипнул Мишка. «Ничего, ничего, все позади». Дед обнял внука и погладил по голове.
Вот оно как, подумал он про себя. Через 2 дня Дмитрий и Лида приехали проведать сына. Еще за забором они услышали громкие щелчки и веселый голос деда Егора. «А вот так? А как оно?» Громкий щелчок. «А вышли все единицы с пятерками. Вот тебе и рыба, дед!» Следующий щелчок был еще громче. Дмитрий и Лида переглянулись. Сомнений быть не могло. Это был Мишкин голос. Родители поспешили в ограду и замерли на входе. Посреди двора на 2 березовых колодках сидели дед и внук. Между ними, установленная еще на 2 колоды, располагалась доска, усыпанная костяшками домино. «Сколько очков? У меня 15», — азартно спросил Мишка. «Твоя взяла», — махнул рукой дед. «Найда, мы победили». Мишка погладил лежащую у ног собаку. «Давай, дед, еще раз». «Отчего бы и нет», — поддержал дед. Лида утерла скатившуюся слезу и улыбнулась. «Теперь на все каникулы будем сюда отправлять», — сказал Дмитрий и обнял жену. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.